Доброе время суток всем. Я Гарри Юрий Табах, капитан первого ранга военно-морских сил США в отставке. И это первая моя программа, пилотная программа на профессиональном уровне. Мои друзья в Украине решили, что мои выступления должны быть сделаны более профессионально, более интересными. И предоставили вот студию многих, тут работает много людей, профессиональная аппаратура, поэтому да, я никогда раньше всегда говорил, что я не прошу ни лайков, ни репостов, те, кто хотят меня слушать, пусть слушают, я никаких денег на этом не зарабатываю, делаю просто все это от души. Но теперь, когда столько людей в этой программе увлечены, конечно, теперь я прошу ставить лайки, репосты, распространять эту программу. Эта программа пилотная. Я ее решил сделать на русском языке, просто потому что по-английски их достаточно, чтобы русскоязычный мир на Западе и во всем бывшем Советском Союзе услышал другую сторону истории, другую сторону монеты, что происходит в Украине, отношения между Украиной и Соединенными Штатами Америки. И на первую свою программу я пригласил человека, который, наверное, изменил не только мою жизнь, но жизнь очень многих людей. Человек, которого я считаю достоянием, национальным достоянием Украины. И он самый важный, наверное, для меня в Украине и вообще для воинов в любой стране, которые защищали свою родину, которые защищали свою землю и заплатили очень высокую цену за это. И для меня это было, как будто я нашел $1 000 000, когда просто гулял по улице. Я познакомился с Вадимом Свириденко, сержантом вооруженных сил Украины, медиком, случайно. По-моему, это был День ветеранов или День волонтеров в Украине. И я увидел на нем медаль национального героя Украины. И решил ему на память подарить такой жетон, наш жетон, где у нас офицеры, старшие офицеры дарят на память людям, они называются challenge coins. Когда я подошел к нему и протянул ему этот коин, сказал, я хочу, чтобы герой имел тоже такой мой орден. Я ему протянул руку и увидел, что у него протез за место правой руки. Ну, используя воинскую смекалку, я сразу переложил это в левую руку и решил ему дать в левой руке. А на левой руке у него тоже оказался протез. И я немного смутился, я посмотрел на него, и у него была улыбка, такая улыбка на все лицо, что я даже не понял. И он засмеялся, он мне сказал, я знаю, что это такое, сэр, кладите мне это в карман. И подставил в карман. И когда я подошел к своим друзьям и рассказал эту историю, я говорю, представляете, такая улыбка, он меня зарядил такой энергией, которую я, наверное, никогда не забуду, эту улыбку, эту радость жизни у человека, у которого нет 2 рук. Они мне сказали, да, у него еще нет 2 ног. И тогда я подошел к нему обратно, и уже мы поменялись телефонами. И я хочу вам всем представить моего товарища, моего друга Вадима Свириденко. Здравствуйте. Вадим, дорогой, я просто хочу по-человечески начать свою пилотную программу, первую программу с тобой. Ты понимаешь, что ты значишь, ты совершенно не кривляешься. Ты понимаешь, какую важность ты играешь для ветеранов, для других людей, которые на тебя смотрят, какую роль играет спорт и все остальное. Я хочу, чтобы ты рассказал про себя немного. Как ты рос, кто твои родители, как ты попал в армию, как ты попал в АТО. Как ты попал, что с тобой случилось, и как ты попал в плен, и как ты проходил реабилитацию и вернулся в жизнь, и почему ты остался таким довольным жизнью, почему ты остался таким жизнерадостным, улыбающимся человеком, после чьей встречи с тобой я где-то неделю хожу заряженный и говорю, жизнь удалась, какой класс, что мы все живы. Теперь как минимум месяц будете заряжены. Расскажи. На самом деле, наверное, как и все, ничего такого необычного нет в моей истории. Закончил школу, после школы медучилище, пошел в армию, был в погранвойсках, вернулся, институт, работа. Ну и так время шло, пока действительно у нас не началось АТО. Вот. На тот момент высшее экономическое образование у меня было.
Ну, обычные жизненные проблемы, скажем так, до войны. У тебя были уже дети, жена, или ты еще был Нет, просто... нет, это я уже, я был разведенный после с первого супружества, вот, и потом уже женился второй раз, но дети уже у меня были, когда я уже ранение получил. Да, родилась дочка у меня. И на самом деле, вот когда собирался в АТО, ну, кто идет на войну, никто же не знает, как твоя судьба сложится, потому что все идут в недоумении, все всегда все спрашивают, что вы чувствуете, когда идет на войну? Ну, что можно сказать, когда идешь на войну, что чувствуешь? Говорит, ну, сходите, посмотрите. На самом Но ты деле. сам волонтером пошел или тебя призвали? Нет, меня призвали, но вы сам знаете, на самом деле я знал, что я там буду. Во-первых, что у меня первая группа такая, которая по здоровью шло, я все-таки пограничник, я медик, а медики это первые, кого туда забирали, потому что медиков всегда не хватало, да. И у меня еще в училище, у меня особая запись была военный медик. Вот, как фельдшер, и нас готовили как фельдшеров в армию больше 2 лет. И на самом деле я ждал этого. Я ждал, однажды мне позвонили, сказали, вот, мы вам звоним с военкомата, мы хотим, меня спросили, вы пограничник? Я говорю, были. Я говорю, да, вы медик? Я говорю, да, вы нам так нужны. Говорят, ну, если вам нужен, я иду. У вам пригласительный билет такой. Да. А лишь оно с таким очень тонким психологическим подбором. Вот. И на самом деле, да, ну это уже была 3-я волна, когда я попал. Я попал в 128-ю бригаду Томугачева. И практически через месяц мы зашли в зону АТО. Тогда это было счастье. Мы шли на помощь Айдару тогда. Ну и первая ночь, когда мы там уже были, мы ощутили на себе, что такое боевые действия, когда летят грады. Вот, и ты понимаешь, все, что тебя учили, оно и должно работать автоматически. Да. Все внутри колышется. Абсолютно. Вот, поэтому там оно все действительно как-то выходит наружу, и ты уже понимаешь, что нужно прятаться, что нужно не просто прятаться, а с пониманием это все делать. Вот. Вот такое первое боевое наше было. Почувствовать, что такое первый обстрел. Это все было ночью. Вот. И на самом деле, когда я там об бруствер разбил голову, я тогда еще каску не одел. Знаете, там после обстрела говорю, блин, я так голову разбил. А мне говорят, так кто там уже долго говорит, каску надо одевать. Да. Голову надо беречь. Голову надо беречь. Да. Поэтому, а потом уже мы там, когда стояли дальше, ушли. Кто на блокпосты, кто на такие зоны были боевые. Вот я дальше ушел, ну и дальше уже как медик. И после ротации попал в Дебальцево, и уже со своей бригадой было окружение. Вот. И началась моя история, такая нелегкая, длинная. Была зима, месяц февраль, это 15-й год. Бригада попала в очень сильный такой переполох, начались очень серьезные обстрелы. Когда нам сообщили, что бригада окружена, то мы уже видели, что, знаете, как на войне черный дым такой идет, это значит, что горит техника, издалека ее видно. И мы понимали, что сейчас обстановка совсем изменится, совсем по-другому. Нам уже надо было, четкие другие уже команды были даны, и начали как бы собирать всех в одно место, чтобы держать оборону. Вот. Но и нас начали реально крыть, скажем, не на шутку, посекторно. Градами, артиллерия, да, конечно. Артиллерия и посекторно. Но самое главное, что когда грады заканчиваются, когда наступает утро, что сколько людей пострадало. Если очень плохо, когда слышишь, что твои друзья где-то пострадали. Вот. Но самое главное, что всегда желание, чтобы все оставались живы. Потому что когда ты узнаешь, что уже там этого человека нет, с которым ты очень долго был, это реально очень бьет
очень бьет и очень хочется вот высказать все, что думаешь о той стороне, там вообще окружающих. Ну да. Да, поэтому, ну, есть что вспомнить на самом деле. Вот. Ну, я не боюсь рассказывать о войне, на самом все, кто меня спрашивает, скрывать какую-то информацию. Ну, мы, в принципе, люди, которые, вот, украинские солдаты, которые носители истории. Мы должны это рассказывать. Конечно. Иначе вот как люди узнают, что такое война, как узнают правду. Ведь правду можно перевернуть как И угодно. она перевернется, когда кто-то другой придет. Да, поэтому что мы прежде всего должны сделать, это рассказать, как там все было. И мы вот идем на телевидение, идем на любые каналы и рассказываем, потому что мы хотим, чтобы услышали, кто начал войну, как она происходила, как погибали наши солдаты, за что они погибали и сейчас погибают, и за что они стоят. Ну и как ты попал в окружение, как ты попал в такую ситуацию, что ты получил ранение? Расскажи вот истории. Что происходило с тобой, как оказалось так, что ты пострадал так? Ну, на войне каждый может пострадать, Ну, на понятно. самом деле. Там Я всегда говорю, что даже, извини, что я тебя перебиваю, что все те, кто из нас был в боевых действиях, мы все пострадали внутри. У нас у всех есть ранения. У некоторых, правда, его видно снаружи, у других его не видно. Когда я был, у нас психологи должны работать, я когда был с психологом, я ему сказал, ты знаешь, я бы хотел, чтобы меня ранило, чтобы было видно. Потому что тогда ко мне люди будут более снисходительны. Это вы как американец точно говорите. Да. А он мне говорил, ну как ты? Я говорю, ну глаза там, или руки, или ноги, ну что? Он говорит, а ты готов на то, чтобы не было у тебя обоих глаз, или обоих рук, или Конечно. обоих ног? Я говорю, нет, на это вот нет, так это чересчур. Я хочу, чтобы так чуть-чуть было, значит, проскользнуло, потом медсестра там говорила мне, я ей говорил, не плачь, сестренка, там, ну это как из советских фильмов, значит, таким героем, чтобы быть. Но, конечно, все ребята и девчонки, которые видели это, все ранены, и всем нужна помощь. Но у тебя, конечно, вот это ранение, которое никто из нас не хотел бы иметь, потому что оно очень серьезное. Вот ну, расскажи, это уже потом я как бы такие травмы получил. Но первое, это мои были легкие ранения. Возле меня разорвался снаряд, и я получил ранение предплечья, там меня там вырвало мышцу и ногу с ноги. Тоже я там 2 осколочными повырывало. И ну, там было особое задание, мы там шли на помощь своим ребятам, потому что их тоже окружали, и нужно было их действительно спасать. И туда бросили очень много наших украинских солдат, чтобы помочь тем. Ну, случилось так, что действительно я получил ранение, тогда и командир мой получил ранение. И мы своей такой малой группой, нам пришлось отойти, чтобы нам дали медицинскую помощь. Вот. И вы знаете, я попал как раз в свою роту медицинскую. Они так были удивлены, меня там месяцами не видели, а тут приходит весь в крови, там часть руки нету, часть мышцы там порваны. Хирурги начали мне оказывать помощь, но я там однозначно не один такой в блиндаже был, потому что действительно были серьезные бои. Вот. И помню, что когда я зашел в блиндаж, увидел там своего друга, он такой: Вадим, я говорю, о, Саша, ты как опять, ты как всегда здесь. И я потерял сознание, потому что действительно, как мне тогда сказали, я просто рухнул. Но меня подняли, оказали помощь, зашили насколько можно оказать помощь. И уже ночью была дана команда десантировать нас в Артемовск, колонны раненых. Но, к сожалению, колонна не дошла, она была уничтожена. Вот. Многие ребята, которые там были, они просто остались на том месте, где мы попали в засаду. Очень серьезная засада была, мы там просто не прошли бы никогда. Там и мины были, все заминировано, и так серьезное место мы попали. Вот. Я даже несколько лет искал, кто вышел конкретно с той колонны. Ну, все-таки хотелось узнать больше, кто выжил. Ну, сразу информацию я когда вот уже вышел, появился уже на нашей стороне, когда меня передали,
то первый мой вопрос был, кто вышел с колонны, с раненых. Но мне сказали, ты один. А сколько было? Ну, я точно не могу сказать раненых, от 12 до 15 человек. Я не знаю эту информацию. Но мне сказали, ты один. У меня даже дыхание перехватило, я даже ничего сказать не мог на самом деле. Через 2 года я узнал, что еще 2 человек вышло. Одного я нашел, он с раненых был, а второго нет. Вот с тем мы еще общаемся, мы как бы и информацией делимся, потому что все-таки хочется узнать, как это все произошло. Вот. Да, ну, оно уже объединило на самом деле. Конечно. Вот. И ты к этому же человеку совсем по-другому относишься. Да. Ну и так получилось, что БТР, в котором я ездил в середине, подорвался на мине. Это я получил уже контузию. Вот. Не первую, скажем так, но я не мог уже идти. Я уже терял сознание, падал, меня поднимали, я опять падал, и я понимаю, что я не могу уходить. Та же самая ситуация была с моим командиром. Вот. И мы тогда решили ночь переждать, там темно так было, ни луны, ничего. Зима, холод, больше 25 градусов, а это поле, это по ощущениям больше 35, ну, да, около ветер. 35. Это не только ветер, там и влажность другая, все другое. И когда в первую ночь командира не стало, на самом деле он замерз. Мы тогда сидели, да, я же вам не сказал, у меня еще вторая мина была тут же. Когда я первый раз подорвался, там была такая ситуация, что нужно было понять, что делать. Была дана команда сесть в Урал и ехать назад на свои позиции. Но мы погрузились, Урал начал отъезжать, и мы наехали на вторую мину. Этот полет я не забуду никогда. На самом деле. Я знаю, ты шутил со мной, что ты говоришь, что ты не любишь прыгать после этого, потому что приземляться очень жестко. Очень жестко приземляться на самом деле. Все освещено этим полетом несколько секунд, и там кроме матерных слов ты не можешь ничего сказать. Ну, они пригодятся в такой ситуации. Да. И когда я действительно приземлился, я понял, что я уже реально никуда не ухожу, не могу идти, потому что у меня была травмирована спина. Единственное, что я мог добраться с командиром своим в кабину, и мы решили ждать до утра. Ну вот, как я уже говорил, командир не дожил до утра, там тоже свое ранение было, кровотечение открылось. И я увидел на самом деле его последнее дыхание. Это такая... Это тяжело рассказывать на самом деле, его последнее дыхание. Последний вздох человека. Да. Да. И когда я на утро очнулся, я понял, что вообще я остался один. Вот, вокруг ребята и 200-е были, рядом лежит командир. Ну и так, скажем, пошло мое выживание, насколько там возможно было. Потому что жутко, у меня тоже кровопотеря была. Несколько контузий, голова гудит, пить хочется. Начал есть снег, вот, чтобы как-то вот жажду утолить. Вот, там находил солдатские пайки, но руки уже начали отморожения уже пошли. Я реально уже не мог ни банки открыть, ничего, зубами чем мог открывал. Вот, там эти пакетики с медом, вот, высасывал их. Вот. Ну, опять же, терял сознание, и я, вы знаете, даже уже не понимал, потерял по времени. Времени, да. Да, потому что я, по моим подсчетам, вот я думал, что я 3 ночи я находился на этом морозе, оказалось 4. 4 ночи. Да, потому что у меня вот как-то вот выпало это время, и уже на 4-ю ночь, когда я уже там опять вылез с той кабины, и я услышал звук мотора, поднял голову, ну и понял, видел БТР, не наш БТР, и команду встать. Ну, я говорю, куда встать? Тут ползти тяжело. Я уже реально, у меня некроз пошел, я видел, как медик немного понимающий, что у меня уже руки чернеют. Но я не думал, что я такой джекпот поймаю по всем конечностям. Да, и я попал в плен, но утром, утром 20 февраля меня привезли в Донецк. Я там вы знаете, там даже я многие вещи не помню.
Мгм. Вот, и мне ребята, которые уже выходили из плена, сами рассказывали. Я только помню уже, когда меня подключили к капельнице, ну, Это уже сепаратисты тебя включили. Да, да, подключили капельницу. Ну, они сняли бушлат, а у меня разрезан свитер и стоит капельница, чтобы капельницы подсоединить. И они не спросили, ранен, говорю, да, куда, рука, нога. Вот, и они тогда дала команду дать мне первую медицинскую помощь. И тогда у меня действительно включился свет, как говорят. Я начал уже различать людей каких-то. Видел наших ребят раненых, они мне начали помогать. Вот, и на вечер приехала скорая помощь. Ну, то есть там уже после договоренности своей за мной приехала скорая помощь, меня забрали, и опять же я терял сознание, я не помню многих вещей, как меня довезли, что я только уже помню, как меня завезли в Днепропетровск. Вот, и там в Днепр сейчас, и там в Днепре уже в больнице. Значит, тебя сепаратисты отдали обратно на украинскую сторону? Да, отдали, но по каким договоренностям я точно не могу сказать. Или это обмен, но говорят, что даже обмена не было, что вроде бы как отдали, потому что я был на грани. Ты доходяга был, да? Да, почти. Ну, значит, кто-то смилостился над тобой и... Ну, тяжело сказать, смиловался или сказали, забирайте это, чтобы оно тут чтобы ресурсы не валялось. Да, чтобы ресурсы оттягивало от вас, да. Что с ним потом делать? Да. Да, поэтому... Вот, и там уже на нашей стороне начали оказывать антибиотиками, и, спасти уже нельзя было конечности, потому что, как сказали врачи, если бы это хотя бы было сутки, а это уже 4, и кровоток остановился в конечностях. И вердикт, когда уже попал в Киев, вердикт врачей был один: ампутация кистей и стоп. Вот. Ну, скажу честно, на тот момент психологически меня просто снесло крышу. Ну, конечно, да. Я даже не помню, что я говорил, но реально было тяжело. И если бы не помощь всех, кто ко мне приходил, родственники, друзья. Родители твои живы, да? Нет, моих родителей уже нет. нету. Да, но на тот момент они были живы, но мне нужно было спасать родителей. Ну да. На самом деле. Да, когда они пришли ко мне, они сели, я помню, и я их начал успокаивать, что я живой, что все хорошо, вы меня видите, что я действительно вышел с такой тяжелой ситуации, что это благодаря им, благодаря тому, как они воспитали сына. Такую политику лежу и веду такую политику. Да, на самом деле. Вот. И где-то... И жена у тебя уже была к тому времени? Да, жена конечно. тоже пришла. Конечно. Да там много ко мне кто приходил в реанимацию. И, опять же, я все под наркотиками, а то, знаете, сознанием включается, выключается, включается, открываешь глаза, кто-то стоит, опять закрываешь глаза, потом открыл через некоторое время, кто-то другой стоит. Понятно. И потом ты стала реабилитация у тебя происходить. Настоящий подвиг начался, наверное, с этого момента, когда тебе надо... Я не знаю... У нас говорят, это не важно, как ты упал, важно, как ты встаешь обратно. Возможно, оно так и было. Через месяц после реанимации меня перевели в обычную палату. Нам сделали комфортные условия, самые наилучшие, скажем, как для атошников. У нас каждого было по собственной личной палате, такие VIP-апартаменты. Вот. Ко мне приходило очень много людей, со всего мира ко мне ехали люди на самом деле. И везли многие вещи, иконы, картины. Сейчас они дома, я очень дорожу этими вещами. И для меня они знаковые. У меня тоже есть твоя картина, спасибо, я ее тоже очень берегу, очень горжусь. У меня тоже есть ваши подарки. И тебя стали реабилитировать, и ты каким-то образом попал в Америку. Вы знаете, опять же, что такое реабилитация? На 2014 год у нас понятие реабилитации, оно как такового и не было. Ко мне пришел афганец, человек, который в свое время пришел в Афган, я даже не знал, что у него нет ноги. Он пришел и сказал: хочешь, я тебе помогу? Я на него смотрю: хочу. Он такой: у меня нет ноги. Рассказал свою историю.
Вот. И он такой начал рассказывать, как нужно питаться правильно, какие уже упражнения начать нужно сделать. Вообще психологически меня готовил. Потом мне доктор привел тренера по борьбе. Он принесли такой большой массажный стол. И вот они по очереди начали приходить, эти два человека, и как бы меня поднимать на ноги. Но, естественно, когда ты лежишь и думаешь, в жизни уже все, ты больше никогда не встанешь, тебе говорят, хочешь встать, делай, как мы тебе говорим. Вот. И ты начинаешь просто пахать. Другого слова здесь подобрать нельзя. Ты должен пахать больше, чем олимпийский чемпион. Потому что многие люди не понимают, что война, в первую очередь, это огромный труд, это тяжелая работа. А ранение это еще больше труд. И каждую минуту ты должен. Да, я терял сознание, мне привезли такой велосипед ручной, там специально для рук и для ног. Я помню, что вот, там уже весна пришла, солнышко светит, и я кручу эти педали, чувствую, ухожу. Я говорю тренеру, что-то мне плохо. И так раз и повис на этом велосипеде. Вот. Там еще ж интересно, очень мне принесли такие специальные сапожки, подсоединили, ну, потому что у меня уже ног не было, да, и меня там их привязали, я на них крутил, я удовольствие получал, когда у меня эти сапожки были, я чувствовал себя уже таким полноценным. Говорю, дайте, можно я хоть постою секунду. Было прекрасное ощущение такое. Но я понимал, что нужно заниматься, потому что я по себе видел, чем дальше, тем больше ты тренируешься, вот как-то даже психологически тебе помогает, ты думаешь по-другому. Вот, и я не боялся какие-то делать дополнительные упражнения. Мне всегда говорили, давай это делать, давай. Будешь это делать? Буду. Тяжело, не тяжело. Ну, я всегда еще довольно... Ну, помимо тяжести еще боль присутствует. Да, ну, на нее не обращаешь внимания на самом деле. Да, у меня уже когда появились протезы, это же опять же нереальная боль, сумасшедшая боль. Первый раз стать на протезы, у меня такой адреналин пошел, что меня ловили просто. Но я так натер ноги себе, что я 2 дня ходил, потом я просто поймал ступор. Меня мой друг афганец, он меня ловил, чтобы я много не ходил, потому что он понимал, буду много ходить, потом буду лежать. Оно так и вышло. Через 2 дня у меня забрали протезы, чтобы меня вылечить ноги. Вот. И пошла работа по палате, ходил по палате сначала, там несколько метров, приседал очень много, потому что, опять же, мышцы потеряли свой функционал, и нужно было его пополнить. Потом вышел на коридор, я когда вышел на коридор, там все плакали, просто плакали, а я смеялся с них. Я сейчас их встречаю, я говорю, я помню, как ты плакала, стояла, там все закрывались так вот и рыдали. Вот. Но опять же, пошла, я, наверное, когда тренировался, то и майки менял по 3-4. Вот у меня был такой длинный коридор, который я должен был, у меня была цель туда-сюда пройти, там по бокам. Со мной вначале действительно ходили одни. Когда афганец ехал на море, он говорит, ловите ее, не давайте ее много ходить. Да, он берегите. Он когда ушел, я пошел еще быстрее. Я пошел вокруг больницы. Вот, и когда он уже приехал, говорит, чего ты еще не умеешь, чего ты не научился. Я говорю, не ходил только по ступенькам. Говорит, пошли по ступенькам, значит. И вы знаете, там погреб был, потому что это ж уклон. Да. И вот это вот тоже очень момент такой был. Я стоял перед ним, он говорит, иди. А я говорю, как? Говорит, ты должен продумать вначале, но ты должен идти вперед. И я действительно в себе начал вырабатывать тренера. Как идти боком, прямо, потому что никто тебе не расскажет, пока ты сам не поймешь, не ощутишь. И, скажем, в Америку, когда действительно была тогда программа пентагоновская, что забирали ребят, тяжелораненых, к нам приезжали американские доктора, нас смотрели.
И ко мне приходили, мне тогда было 42 года, меня все спрашивали, сколько тебе лет? Я говорю, 42. Они, сколько? И все не могли понять, сколько мне лет. Я говорю, ты не можешь так выглядеть. Да. Ну, да, сейчас уже прошло 5 лет еще после того. И до сих пор не выглядишь на 42. Да, мне тогда даже говорили, бывало, приходили, говорят, а там, наверное, ошибка, там 42 на 24 перепутали, покажи паспорт. Вот. Ну, в Америку я уже, скажем, шел подготовленным. Я действительно умел ходить, но это были обычные протезы, еще, скажем, несовременные. Я даже не понимал, что такое. У меня было одно желание – идти вперед. Идти вперед, потому что хотелось, чтобы просто прийти домой максимально подготовленным, максимально таким, как ушел. Угу. Не хотелось быть ни обузой, ничего. Конечно. А что нужно сделать? Нужно просто работать над собой. И если там что-то говорят, вот ты продумывал, там что, так что я видел, что я продумал? Я видел цель, там туда нужно дойти, там повернуть, там на горку забраться, там спуститься и все. Ну, это и есть настоящее геройство. Но, потому что до сегодня ты не просто ходишь, ты бегаешь, ты участвуешь в олимпиадах, ты участвуешь в разных спортивных, и не только сам, ты еще вдохновляешь других делать то же самое. Ну, потому что это нужно делать. Потому что если, как мне когда-то вот афганец помог, так же самое я понимаю, что и мне нужно помогать. Ну, вот своим примером. Я уже говорил, если я вдохновлю хоть одного человека, тяжело раненого, и он скажет, что я вот посмотрел на него, и я смог там сделать то же самое или сделать лучше, я очень счастлив от этих слов. Я не могу говорить за всех раненых, тяжело раненых или легко раненых. Я тебе могу сказать, что одного человека ты точно вдохновил, и это я. Так что будем бегать. Да, я знаю, что я обещал, что будем бегать. Обязательно мы пробежимся с тобой, но я не к лицу мне, потому что я знаю, что ты меня обгонишь и намного уйдешь вперед. Нет, я как раз не обгоняю. Ты будешь поддаваться. Мы просто будем вести дружескую беседу. А как раз вот научился я бегать уже, скажем, второй раз и плавать. Это уже в Америке, в реабилитационном центре. Когда мне уже дали современное протезирование, когда мне предложили вот, пойти в бассейн поплавать. Говорит, будешь плавать? Конечно, буду. Вот, и я действительно тогда, когда первый раз плюхнулся в это нельзя сказать прыгнуть. Я плюхнулся в этот бассейн, я начал грести со всей силы, что как только мог. За мной привет тренер, что-то там на английском ругается на меня. Я говорю, отстань от меня, дай поплавать. Я столько воду не чувствовал. Я хочу это было в военном госпитале в Бethesda, Уолтер Рид. Да, Bethesda. На самом деле. Я могу сказать, что я там служил какое-то время молодым офицером. И опять же, я видел раненых в своей жизни. Видел тяжело раненых, видел разных раненых. Но я никогда не видел, чтобы у них было столько жизнерадостности, сколько в тебе, и столько этой улыбки постоянной, которая, наверное, у нас называется, она стоит $1 миллион. Эта улыбка миллионная, голливудская $1 миллион долларов. Я заеду в Америку, спрошу, где $1 миллион. Я сам спрошу, но я думаю, что... И как ты думаешь, вот, что значит ветеранские организации, что значит ветераны для страны, для державы? Вот вы отвоевали. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то попал в плен, кто-то нет, кто-то раненый, кто-то нет. Но все ветераны, это такое братство наше. Вот как ты думаешь, какую важность ветераны играют для страны, для державы? Ну, прежде всего, что это украинские солдаты, что они остаются украинскими солдатами в любом состоянии. И то, что это честь с украинского солдата, что он пошел защищать свою страну на самом деле, прежде всего. И несмотря ни на что, как бы там ни было тяжело, он вернулся, и он продолжает быть украинским солдатом. Ты продолжаешь быть в строю. Абсолютно, абсолютно. И вопросы Украины опять остаются всегда первыми, какая будет завтра страна. И я как говорю, что ветераны всегда такой поезд, который движет за собой общество. Как бы на нас ни говорили, чтобы нас все, что мы несем, все, что мы говорим, вы идете за нами, пользуетесь этим.
Поэтому смотрите на нас, идите за нами, и мы поднимем страну, как бы там ни было. Тяжело, не тяжело. Вот. А если рассматривать ветераны в таком мировом масштабе, вы знаете, я много общался с ветеранами. Это люди, которые несут действительно колоссальный опыт, делятся своим внутренним миром, вот, каким они живут. И никогда ветеран не остановит ветерана на полусловие. Всегда выслушай, он понимает, что то состояние, которое он там пережил, его нужно дослушать до конца. Да, потому что чтобы все понимают, что такое ПТСР, что такое контузии, какие последствия могут быть, и что, возможно, он, выговаривая вот эти все вещи, ему станет легче. Конечно. Да, но обязательно должно быть объединение ветеранов, потому что вот, всегда, и хоть в Америке, хоть в Шотландии, я уже так много по странам ездил, смотрел и тоже видел, встречался с ветеранами. Вот мы приезжаем, и, во-первых, мы рассказываем, что такое война и как она происходит, правду. Мы хотим, чтобы мир узнал правду. Вот, бывает, там, знаете, бежишь на каком-то марафоне, там мне тебя спрашивают, там, где ты такие ранения получал, там, в войне, был на войне с Россией, участвовал в войне с Россией. И такие, опа, ну да, мы понимаем, мы пошли. Потому многие эти вопросы боятся на самом деле. Конечно, конечно. Да. Мы как раз думали сегодня в первом эфире, в этом пилотном эфире, чтобы Вадим пришел в мундире, но потом я сейчас сижу и подумал, нет, это неправильно, потому что нельзя создавать из войны. Вот это вот война, вот вы видите лицо войны и результат войны, это надо показывать, а не вот это победобесие в красивых мундирах с золотыми погонами и топая по ну, у меня все красивые. Полевая форма. Да, но я сказал, что в следующий раз мы оба оденем мундиры и будем... Ну, вы знаете, я бы так не сказал бы сразу, потому что вот иногда вот ветераны выходят на сцену, что там вот перед вами ветераны, все, да, хлопают, там, да, говорят спасибо, а когда ветераны выходят в форме, вы знаете, просто встают и даже слов не находят. Да. Ветерана должно сразу видно быть, что он в форме. Потому что он заслужил этот мундир. Абсолютно, по закону. Но когда этот мундир используют, чтобы промыть мозги молодым людям, и что война это романтика какая-то, вот я считаю, что... Ну, есть какая-то романтика, небольшая. Я пытаюсь всех отговорить от войны. И поэтому ты человек такой, что уникум, что для тебя до сих пор жизнь имеет такую важную ценность, чтобы это не случилось. А вы представляете, вот лежите 2 месяца, и в голове только... Нет, я это даже представить не могу. Или в голове такой, все, ты на всю жизнь так остался. Да. Есть сколько жизней, это да, конечно. Я даже это представить не могу. И когда я встал, есть у меня еще один друг, мы сказали, мы тогда еще не были знакомы, и тогда мы сказали одну фразу: я никогда не сяду в коляску, пока я стою, пока я могу ходить. И я никогда не сяду в коляску, пока я хожу своими ногами. Я думаю, что... Это то, которое... Ты не только на них ходишь, как я уже сказал, ты нужно всем. Бегаешь. Ты бегаешь и бегаешь. Благодаря американской реабилитации, то, что мы сегодня сейчас привезли вот в Украину. Что бы ты хотел сказать властям насчет ветеранов? Что они должны сделать, чтобы... Ценить то, что сделали ветераны. Да и это все должны ценить на самом деле. Помогать ветеранам. Мы все понимаем, что много последствий. Но ветеран же не виноват, что такие последствия. Абсолютно, да. И понимать, как помочь. Создать механизм помощи ветеранам. Потому что многие говорят, что это нужно, но делается все равно мало. Мы слышим, там суицид случился, там что-то случилось. Это почему? Человека не услышали. Да, суицидов много, некоторые уходят в бандиты, некоторые уходят еще куда-то, семьи рассыпаются. Поэтому мы создаем программы, чтобы
поднимать ветеранов. И эти программы, когда ветеран помогает ветерану, они работают. Вот нужно, чтобы власть просто прислушивалась к ветерану, не забывала. И мы знаем, что многие говорят, вот все ветеранам. Но, извините, ветеран, во-первых, заслужил этого. Не все пошли почему-то туда. А многие пошли добровольцами. Да вы получите повестку и пойдите к военкомату. Да, это проблема у меня в стране, потому что идеализируют какого-то наркомана, который теперь перестал принимать наркотики молодого. Или какой-то певец или актер теперь не бухает, он перестал. Вот из него делают героя. Что в этом героического я не вижу, но многие молодые люди просто выбрасывают свою жизнь, даже просто напиваясь и гоняя на машине, создавая аварийную ситуацию или попадая в аварию, калеча себя, калеча других, потому что они пьяные или под наркотой под какой-то, и из них потом делают героя, вот смотрите, он реабилитировался. Да? И те же самые люди говорят, а почему все ветеранам? Потому что я, например, ненавижу людей, которые в Америке жгут американский флаг. Потому я им говорю, моих товарищей привезли в этом флаге убитыми за то, чтобы ты имел право жечь флаг в Америке, пока ты обдолбанный на чем-то. На самом деле, для меня тоже это важно. Для меня тоже говорят, что важно для меня, то наш флаг очень важно, потому что тоже говорю, я видел, как хоронят наших ребят под этим флагом, как горели наши машины и горели флаги. Для меня это очень важно, что такое украинский флаг, украинский трезуб, украинский гимн. Поэтому мы боролись за это. Мы боролись за эти символы. Я хочу тебе еще спросить, что бы ты хотел, как бы ты хотел обратиться, потому что эту программу, я надеюсь, будут смотреть украинская диаспора, постсоветская диаспора в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в Австралии, в разных странах. Как бы ты хотел обратиться к украинской диаспоре, что бы ты хотел им сказать? К тем, которые вывешивают украинский флаг на своем доме, на номерах или на стекле у них трезуб, в Америке или в Германии, в любой другой стране. Этим людям, что бы ты им хотел передать? Вы знаете, на самом деле, мне приятно видеть, когда вот я иду за границу, там, допустим, слышать украинский язык, видеть украинские флаги. Я хочу, чтобы все-таки продолжалась наша культура, чтобы у тех, кто украинцы, они передавали это все своим детям, поколения. И вот действительно, когда ты приезжаешь, и там, я уже там, в третьем поколении говорит на английском, но украинского ни одного слова не знает на самом деле. Если ты называешься украинцем, хоть немного изучай украинский язык и знали на карте, где Украина находится. Вот, это очень важно, чтобы не забывали свои корни. И как бы там ни было, война продолжается. Не все должны идти до конца, если мы действительно хотим называться украинцами. Это, наверное, у каждого народа, но для меня это остро. Давайте делать одно дело вместе. Да, я с собой абсолютно согласен, потому что в сегодняшней ситуации в Соединенных Штатах Америки я вижу, как наши ветераны, как наши военные переживают. Я лично переживаю за вот эту политическую ситуацию, которая становится, нас тянут в политику, меня даже пытаются в политику втянуть здесь, в Украине, потому что я вижу тоже, какая ситуация здесь политическая. И я думаю, что мы с тобой благодарны Богу, что мы родились солдатами, а не политиками. И будем защищать свою родину, свою страну, свою державу, чтобы она процветала как демократическое общество, чтобы люди здесь жили свободно и никогда ни под кого не подстраивались, а думали только о себе. И ты огромный пример этому. Я хочу тебе на память оставить $2. Это специальная у нас такая $2. Они редко печатаются, потому что у нас здесь... Спасибо. Я тебе положу это в карман потом, я уже знаю, как это делать. Здесь написана картина о декларации о независимости, когда у нас началась гражданская война. Потому что у нас говорят, что независимость и свобода не бесплатно. Но по-английски это рифмуется. Freedom is not free. Ничего бесплатного нет. Мы платим огромную цену.
И ваш народ, украинский народ, заплатил огромную цену, чтобы находиться в ситуации, в которой она находится сегодня, которую критикуют очень многие. Которые многие, я слышу сейчас, считают, что вы идиоты, вы дураки, что вы вообще попали туда, что вы пошли, за что вы воевали, посмотрите, что творится. Моментально ничего не делается. Когда была написана эта декларация о независимости, тоже было много проблем, и тоже наша страна вставала, и тоже осуждали многие те, которые боролись за это. И эта борьба никогда не заканчивается, она вечная. У нас и сегодня идет борьба за независимость Соединенных Штатов Америки. Все, конечно, думают и видят, что в Америке все прекрасно, все хорошо, но это не так. Всегда идет борьба, ты всегда должен платить цену за свою независимость, за свою свободу. И я очень горжусь, что у меня есть такой товарищ не в советском смысле, товарищ, а в смысле боевой товарищ. У нас во флоте это слово как раз коммунисты опоганили. А до этого, да, это товарищ, это хорошее слово. У нас до сих пор во флоте, в военно-морском флоте мы используем это слово товарищ. Что такое есть друг, товарищ, на которого я могу равняться, который меня заряжает такой энергией, этой улыбкой. Поэтому я думаю, что мы с тобой еще раз встретимся. Спасибо тебе огромное, что ты пришел на мою первую передачу. Я надеюсь, что у меня еще одни будут. И хочу тебе сказать, что смело можно сказать «Слава Украине», смотря такому человеку, как тебе, в глаза. Да, спасибо большое. Но я надеюсь, что после этих слов, после этого подарка действительно много интересных вещей рассказали, что патриотизм в Украине не угаснет никогда. Как бы там ни было, да, мы встали, мы это сделали, и после нас тоже будут украинцы, которые будут защищать свою родину. Мне больше нравится «батьківщина». Батьківщина. Да, я люблю это слово. Это тоже хорошее. Это отчизна по-русски. Да. Отчизна, да. Я знаю, что ты начинаешь свой фонд в помощь ветеранам, в помощь раненым. И когда этот фонд начнется, мы, надеюсь, что еще раз увидимся. Да, не все вопросы можно решить на самом деле. Иногда действительно возникают такие вопросы проблематичные, которые нужно попросить помощи, скажем так. И если и проекты там запустить, действительно, если будет такая помощь, это будет очень большая благодарность людям. Я буду рад быть одним из тех, кто, может быть, чем-то сможет в этом помочь. Мы с вами начнем бегать. Это будет тоже это будет цирк, смотреть, как я выиграю. Может, люди начнут нам помогать. Спасибо всем за внимание. Я надеюсь, что понравилось. Я считаю, что таких людей, как Вадим, надо хранить как национальное достояние и слушать его. И до скорой встречи. Капитан Юра, over and out.